Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для ваших отношений, для вашего знака зодиака. Посмотрим, что ожидает вас в паре, в ваших парных отношениях с другим человеком. Я рассматриваю именно любовный расклад сейчас, то есть любовные отношения, и все-таки людей, которые находятся непосредственно в паре, то есть в отношениях одиноких. Акцент на них сейчас не делаю. Давайте посмотрим, какие карты вам сейчас выпадут и что интересного происходит у вас в июне месяце. Я напоминаю также, что этот расклад общий, он не персональный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы. И также не забудьте, конечно же, подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали, чтобы не пропустить мои дальнейшие расклады, мои видео, если они вам интересны, если они вам подходят. Итак, отношения в паре у весов. Что происходит у вас в отношениях в месяце июня? Карта пятерка кубков, карта какого-то разочарования. Здесь, возможно, вы по пятерке кубков переживаете какие-то проблемы временные, какие-то трудности, и у вас возникают разногласия, которые нужно решить. У вас были какие-то ожидания, которые не оправдались, и вы можете быть разочарованы из-за этого, опечалены, что что-то пошло не так, как вы хотели. Вы надеялись, рассчитывали на одну ситуацию, а надеялись, получилось по-другому, и вам такой вариант не совсем подходит, и вы не замечаете других возможностей, которые вам дает эта пятерка кубков. То есть еще не все потеряно, но вы почему-то очень сильно зациклены на какой-то неудавшейся ситуации или конфликте, который у вас возник, и вас это сильно может тормозить в этих отношениях. Давайте посмотрим, что еще здесь есть, кроме вот этой неприятности какой-то, проблемной ситуации, которую нужно решить. Карта императора показывает, что вы здесь занимаете главенствующую, лидирующую позицию, и по императору вы принимаете, по сути, решения, вы в чем-то превосходите здесь, может быть, вашу вторую половинку, то есть стараетесь занимать такую позицию ответственного лидера, человека, который старается решить какие-то проблемы, которые здесь у вас есть в этой паре. То есть занимает какую-то главную позицию, как глава семьи или главный в этих отношениях. И по императору показывает это превосходство, старается показать какой-то свой авторитет. Карта императора, да. Может быть, что-то связанное с человеком знака Овен здесь может быть актуальным, или что-то может разочаровывать, расстраивать касаемо этого знака зодиака. И в целом, знаете, здесь такая карта императора. Если женщины смотрят, возможно, вас расстраивает что-то связанное с таким мужчиной. Какие-то неоправдавшие себя ожидания или надежды, какие-то проблемы, которые возникли, или что-то, что вас опечалило, связанное с таким человеком. Давайте посмотрим следующие карты у вас. Карта умеренность. Пятерка мечей в ближайшем прошлом. И карта королева жезлов. Здесь опять-таки акцент большой на огненную стихию, потому что здесь умеренность говорит о стрельце, королева жезлов, львы, овны, стрельцы, император, овен. То есть какой-то акцент на огненный знак зодиака. Возможно, отношения с огненным знаком для вас будут здесь какими-то важными, актуальными. Вы стараетесь сохранить гармонию в себе, сохранить душевное спокойствие, сохранить какой-то баланс внутренний. Может быть, вам хочется какого-то компромисса, если возникает конфликтная ситуация здесь, неудачная с таким человеком. Вы стараетесь найти золотую середину, о чем-то договориться, да, как я говорю, найти компромисс, сохранить дружбу, может быть, для вас так даже, или какие-то такие теплые отношения, если вы с кем-то расстались здесь, то есть как будто сохранить какой-то баланс имеющийся. И по королеве жезлов, опять, да, акцент на этот огненный знак зодиака, это королева жезлов. И желание, чтобы что-то было справедливо, правильно, вот так, как должно быть, да, по справедливости, разумно, по королеве жезлов. И эта пятерка мечей в ближайшем прошлом действительно опять показывает какую-то неудачу или какую-то ситуацию, где вы чувствовали себя побежденным,
или как какую-то, как поражение, да, не получилось, не удалось, или какой-то конфликт возник, и вы чувствуете, что вы не вышли победителем в этом конфликте. То есть какая-то вот такая неприятность. Здесь как уходить с поля боя пораженным, не удалась какая-то история. Давайте посмотрим дальше, что еще здесь у вас в ближайшем будущем происходит, соответственно, у весов. Карта туза кубков, позитивное новое начало. Возможно, у кого-то новые отношения после расставания. Возможно, здесь по тузу кубков какие-то радостные, очень позитивные события у вас касаемо отношений происходят, какие-то вопросы, связанные с переизбытком чувств просто. Много эмоций, много радости вы испытываете по поводу этого туза. Переполненность эмоциями очень позитивными, может быть, влюбленность, потому что, правда, это новые отношения, туз — это новое начало. Новое начало в отношениях, новое начало с кем-то новым, соответственно, тоже может быть. То есть новая влюбленность, туз кубков. Это в ближайшем будущем, либо переисполненность чувствами в тех отношениях, в которых вы есть, но потому что происходят какие-то позитивные сдвиги, позитивные изменения, очень радостные для вас. И давайте дальше посмотрим, собственно, эти отношения в июне месяце. Карта восьмерка жезлов. Что-то динамичное и быстро меняется у вас, что-то происходит очень быстро. Хоть вы, возможно, не ожидали этих быстрых изменений. Шестерка мечей тоже об этом. То есть перемены, уход от плохой негативной ситуации к чему-то лучшему, перемены к лучшему, какая-то хорошая трансформация, как период выздоровления в этих отношениях или уход от больных отношений. И восьмерка жезлов, можно заводить новое знакомство с кем-то, как новые появляются люди в вашем окружении, или какой-то прогресс в этих отношениях, когда вы уходите от негативной ситуации к чему-то лучшему, потому что у вас для этого есть хорошая возможность или желание так сделать. То есть вы стараетесь эти перемены осуществить как-то по этой карте. Давайте посмотрим дальше. Собственно, ваши страхи или ваши желания, касающиеся этих отношений. Тройка пентаклей. Желания по тройке пентаклей. Если про новые отношения, которые вы хотите создать, то по тройке пентаклей сделать эти решающие шаги, чтобы новые отношения, соответственно, начать, да, инициировать. Также тройка пентаклей в существующей паре показывает, что вы стараетесь здесь совместно работать над отношениями, то есть стараться вкладываться в эти отношения. Ожидаете, что вторая половинка тоже будет, соответственно, то же самое делать. То есть вот она, тройка пентаклей, это уверенность, что все получится, что ничего не потеряно, что вы получите помощь, поддержку со стороны своей второй половинки. То есть что вы совместно, сообща сможете, прикладывая усилия, сохранить какие-то отношения для вас важные. И давайте посмотрим исход или кульминацию для весов. Карта семерка жезлов, то есть по сути даже не то чтобы исход, а финальная карта для июня. Да, какие-то сложности, какая-то борьба внутренняя, какие-то моменты, связанные с тем, что вот есть какая-то критика, есть по семерке жезлов какие-то разногласия внутри отношений, внутри пары, какие-то выяснения вопросов важных для вас, какие-то нападки со стороны вашей второй половинки, которые вы стараетесь здесь отсеивать. Также по этой карте опять семерка жезлов показывает превосходство, то есть кто-то стоит выше, кто-то занимает главенствующую позицию, да, и старается таким образом преодолеть препятствия, показывая, что я главный, я здесь занимаю главную позицию, я принимаю решения, я управляю ситуацией, я управляю нашими отношениями. Или вы видите, что в отношениях каких-то, которые для вас важны, второй человек занимает главную позицию, а вы как будто остаетесь приниженными, и стараетесь не сильно здесь проявлять себя в этом отношении, потому что кто-то главнее, кто-то выше. И да, по семерке жезлов здесь, правда, может быть такое противостояние со стороны этого человека, может быть даже какое-то разногласие, которое вплоть до ухода из отношений здесь произошло, и начало новых отношений, может быть, у кого-то из вас. Действительно, весы, поэтому обратите внимание, кто находится на вот таком распутье, на возможности уйти от чего-то негативного, от каких-то отношений, связанных с диктатурой, с таким подавлением, возможно, вас. Да, здесь можно сохранить отношения гармоничными и дружескими с таким человеком, расстаться с ним, но начать что-то новое, более перспективное для вас, что-то более радостное и дающее больше чувств, больше эмоций, больше
каких-то возможностей, соответственно, для вас. Это позволит вам исцелиться и поменять в вашей жизни очень многое в лучшую сторону. Поэтому обратите на это внимание. Итак, весы, на этом я с вами сегодня прощаюсь. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите свои отношения, свою вторую половинку. До скорого.